Привет, друзья! Сегодня я наконец-таки взяла себя в руки, а также тряпочку и здравый смысл, который на время был потерян, но нашелся в морозильнике. Итак, знакомьтесь, это мой холодильник, или как я его называю, музей забытых продуктов. И начнем, наверное, с распаковочки. Мы не просто будем убирать, мы будем реорганизовывать с характером. И прямо сейчас будет идти кастинг продуктов на то, чтобы узнать, кто же достоин остаться в холодильнике в 2025 году, а кто нет. Возможно, кто смотрит меня, захочет приобрести такие же контейнеры. Выбрала я сама в Лотте-Марте, но вы можете также приобрести в Купанге. Что я могу посоветовать для тех, кто находится за пределами Кореи? Возможно, на Wildberries есть разные контейнеры, подобие этим, потому что китайцы делают абсолютно все, невозможно не найти, на мой взгляд. Поэтому попробуйте посмотреть на Wildberries и Озоне, и вы точно что-то найдете. Контейнеры у меня стеклянные с пластмассовыми крышками. Вот. И я советую в основном взять однотонные и такие не кричащие цвета, чтобы смотрелось все аккуратненько. В холодильной самой части, в принципе, не такой-то уж и сильный бардак, но бывают такие моменты, когда в глубине холодильника находятся такие продукты, про которые ты забываешь, они сгнивают и уже негодны к потреблению. И, конечно, жалко в таких случаях, поэтому я решила просто полностью апгрейдить систему хранения за счет контейнеров, которые будут одного производителя с одинаковым цветом крышек. И вот что-то у меня промелькает такое ощущение, что стеклянные контейнеры – это как взрослые отношения. Они такие прозрачные, тяжелые. И если уронишь, будет громко. Ого! Зато ничего не прячется, все видно сразу. Даже тот одинокий кабачок, который ты поклялась съесть еще 3 дня назад, а у меня любит так делать муж, все, что остается, сразу в холодильник. Эту привычку я уже полностью сбила с его головушки, потому что все, что недоедено, просто нужно выбрасывать. Пластик – это, конечно, удобно, но стекло – это уже не просто хранение, это здоровое хранение. Ни запахов, ни пятен, ни токсичных флюидов из времен прошлой запеканки, потому что здесь, в Корее, особенно из-за кимчи, пластиковая посуда просто становится страшная. Я не знаю, как это работает, но если один стеклянный контейнер, то уже минус 20 одноразовых упаковок. Это уже спасает планету. Сохранила еду, да еще и красиво. И это, между прочим, уже 3 хороших дела в день. Ну вот, теперь другое дело. Я отмыла все, даже те полки, которые не видела с момента покупки холодильника. А знаете ли, холодильнику моему уже ровно 20 лет. Да, он был еще то есть стоял уже дома до того, как я приехала в этот дом замуж.
Знаете, что самое страшное? Я нашла половинку лимона за трубой. Как будто там, ну, сам туда заполз. Ну да, как будто сам. Вина не во мне. И вот начинается магия, мои стеклянные однотонные контейнеры, красота. Они выглядят так, как будто я вдруг начала жить осознанно, прикиньте, да? Каждому продукту зато свое место. Каждому остатку свой шанс на вторую жизнь. Ну, почти. Теперь я открываю холодильник, и у меня поднимается настроение. Сыр на месте, зелень не превращается в болото. Даже муж сказал: ого, теперь я вижу, что у нас есть еда. У меня сейчас такое ощущение, как будто я играю в Тетрис. Ха-ха, значит, у меня теперь холодильник с системой Тетрис игры. Вам никогда не приходило в голову, что когда вы реорганизовываете или хотите привести все контейнеры с продуктами в порядок, то у вас обязательно есть такой момент, когда вы все складываете по размерам, чтобы все входило и выходило очень легко. Та-дам! И если вы думали, что холодильник был страшен, добро пожаловать в арктическую зону хаоса, мою морозилку. Вот самая шикарная часть холодильника для реабилитации летом, потому что зимой мы особо туда не заглядываем, даже целый год. Ведь каждая вторая вещь в морозильнике – это как капсула времени. Пельмени 21 года, тесто или курица надо бы выкинуть, но не жалко. В общем, 70% ушло на утиль. И вот, самое главное, я открыла для себя гениальную вещь. Мягкие эластичные контейнеры для морозилки. Они такие податливые, приятные, влезают везде, все группируют. Ну, просто любовь. Сегодня будет красиво. Также сегодня будет еще и по-людски, потому что сегодня революция хранения. В принципе, каждый год, как бы я ни хотела, какой-то порядок наводила летом. Почему летом? Потому что именно летом мне нужно хранить многие продукты в морозильнике. Они не доживают в холодильнике, и вот такая вот ситуация. Но год за годом каждый раз получается так, что все в пакетах, и мы ничего не видим в этих пакетах, не достаем, забываем и даже не используем. Итак, что касается самих контейнеров для морозильной камеры, я использую два вида. Вот эти розовые, которые вы видите, это самые средние по стоимости, которые я брала в Купанге. Вот эти фиолетовые, это самые дорогие из всех тех эластичных контейнеров, которые есть в Корее, потому что там очень такая дорогая, высокая технология пластика, которая абсолютно не выделяет такие токсичные вещества на продукты. Ну и есть еще бюджетный вариант, это Daiso. Там самый бюджетный, но в принципе разницы, мне кажется, никакой. Почему я говорю, что никакой разницы? На мой взгляд, пластик, он вредный, когда его используют в микроволновке или вливают в него горячие жидкости. А так при низкой температуре, в принципе, это не так принципиально. И я сходила в Костко, закупилась
морозильными продуктами. Вот, как вы видите, это куриное мясо, говядина и все такое в больших порциях, чтобы можно было все поделить, разделить на несколько дней и заморозить. Это, по-моему, самый классный выход, когда вы занятой человек. Итак, морозилка теперь не свалка, а стратегически организованный штаб замороженных запасов. Прикиньте, да? Можно найти все, не боишься ничего. То есть каждый раз, когда я открывала морозильник, я его просто сразу закрывала. Даже если вдруг нагрянут гости, у меня все под рукой. Я делаю вот такие вот свои заготовки, то есть уже готовые, просто распределяю их, чтобы всегда было что подать, когда я тороплюсь. Вот так это было долго, местами страшно, но очень приятно в итоге. Теперь у меня холодильник как с рекламной брошюры. Ну, вы позже увидите. Морозилка как у кулинара прям. И вот еще одна важная вещь про этот холодильник. Сегодня столько много о нем говорим. Я до недавних пор абсолютно даже не задумывалась и не знала, что чем больше мы держим в открытом виде дверь от холодильника, тем больше наматывается электричество. И мне муж, значит, говорит: а что ты там так долго стоишь с открытой дверью? Ты что, дом охлаждаешь? Я говорю: нет, я ищу продукты. Сегодня хочу приготовить то-то, то-то, но не вижу, где они. И вот в этом-то вся и суть вот этой реорганизации моей, потому что я больше не хочу тратить электричество на просто так. И если вы тоже сможете потратить на контейнеры, вы можете сэкономить на электричестве. Ну и на этом у меня сегодня все. Наконец-то я завершила этот квест, как говорится в модном слове, да? И также желаю вам в ближайшие несколько недель решиться на то, чтобы сделать вызов своим морозильникам и холодильникам, которые хранят ваши дорогущие продукты и не могут вам прокричать: вот, возьми этот продукт, возьми тот, вон он пропадает или уже плесневеет. Ну, это, конечно, шутки шутками, но каждый процесс вашей жизни должен приносить вам удовольствие, и тогда вы будете счастливы и здоровы, к тому же и довольны собой. И вдогонку я вам еще скажу, если вам тоже страшно открывать холодильник или морозильник, как мне, возьмите это видео как знак, что уже пора. Выкиньте все, что живет собственной жизнью и мешает вам. Купите классные контейнеры, помойте, подпишите и не забудьте лайкнуть, подписаться и написать в комментарии, какой у вас был самый древний продукт в холодильнике, ну или в морозильнике. У меня это был лук в фольге. Я даже не знала, что это лук, пока не понюхала. И пусть ваш холодильник будет местом вашей силы.